Добрый день, друзья! Сегодня рассказ о двух орхидеях. Эти орхидеи я вам показывала отдельно. Одну из них 15 февраля, другую 19 февраля. Это наш подкидыш. Ох, сколько было комментариев на эту тему. Ссылочку на видео про эту орхидею, про подкидыша, я оставлю в правом верхнем углу экрана, и ссылочку на это первое видео о второй орхидее я тоже оставлю в правом верхнем углу экрана. Так что же были за комментарии? Самый дорогой, наверное, комментарий — это то, что по каталожному номеру, который я показывала, кто-то смог посмотреть от GNP. К сожалению, для нас невозможно зайти в этот каталог и посмотреть название и описание этой орхидеи. У нас он доступен только для оптовиков. Но, видимо, где-то это возможно, а может быть это был оптовик, мне написали, что это белый биглип с розовой губой. Так что наш подкидыш опознан. Но пусть так и останется пока подкидышем. Может быть, потом определим, какое же у него название. А вот то, что орхидею выставили в подъезд, а вы ее забрали, потому что кто-то хотел, чтобы в подъезде украсить. Вы знаете, я тоже выставляю свои цветы в подъезд на подоконник. Но эти подоконники, к сожалению, не для орхидей. Орхидея там не выживет. А другие цветы, более простые, которые живут в земле, и у меня все этажи и все подоконники наполнены моими цветами. Ну, моими, конечно, не только моими. Мы за ними ухаживаем. Это очень приятно, когда цветы стоят в подъезде. Но, к сожалению, орхидеям там совершенно не место. И мы это все прекрасно знаем. Ну так что же случилось за этот месяц с нашим подкидышем? Посмотрите, какой чудесный цветок. Изумительный. Я у него насчитала на данный момент 6 новых корней. Только от шеи. С этой стороны. Давайте покажу вам эту сторону. Даже вот здесь, в глубине, под вот этим крючком цветоноса, тоже пробился корень. На вот таком сухом отростке тоже появился молодой рост корня. И даже в горшке при наличии очень большого количества гнилых корней, хоть от одного живого, корень да начал расти. Но не от одного. Вот здесь тоже есть. Пошел в рост листик, который был. Правда, пошел кривенький, потому что, наверное, очень долго пытался вырасти в тех условиях, в которых его содержали. Но теперь он набирается силы и начинает расти более здоровым листом. Но вот это, вот здесь его скрученность, она все равно останется. Но ничего, пойдет следующий листик и будет уже совершенно здоровый, красивый и ровный. Вот этот лист немного теряет тургор, но это и понятно. Я поливаю пока только по краю горшка и только чистой водой. Я ничем не удобряю орхидею, а эти листья плотные, с тургором. Ну и новый лист растет. Так что пока оставляем все как есть. Пусть дальше продолжает рост корней. И когда корни, которые сейчас начали расти от шеи, вырастут от 5 до 10 сантиметров, мы его обязательно с вами пересадим. И я думаю, что те корни, которые начали прорастать в горшке, они еще дадут росты. Подождем, понаблюдаем. Хорошая орхидея. Очень быстро начала растить корни. А вторая орхидея, подаренная мне на день рождения, с условием того, что я буду показывать, что я с ней делаю,
а подружка на такой же уценке будет примерно то же самое делать со своей орхидеей и возрождать уценку к жизни. Для чего я вам хочу теперь показывать эти две орхидеи вместе? Эти орхидеи были показаны на канале с разницей всего в 4 дня. Одна, которую мне принесли, и вторая, которую мне подарили. Так вот, одна очень быстро начала растить корни, а вторая ни одного корня мы с вами еще и не увидим, а прошел примерно месяц. Орхидеи все растут по-разному. Похоже, что они, наверное, обе от GMP, но вот это точно от GMP, эту не знаю, здесь нет маркировки. И у этой орхидеи, почему она намазана у нас Максимом, были какие-то черные пятна на шее. Я очень боялась, что пойдет черная гниль внутрь орхидеи. Но за месяц ничего не произошло. Орхидея даже начала растить новый лист. Но о корнях пока даже не думает. И вот когда вы мне пишете, лист начал расти, а корней нет. Ну вот смотрите. Две почти одинаковых орхидеи. У одной корни и лист, а у другой только лист. Это обозначает, что орхидея тоже жива. Тоже идут какие-то свои внутренние процессы. Но она решила по-другому, что она будет растить не корни изначально, а листья. Для чего-то это орхидее нужно. Точно так же. Только мы можем с вами ждать и наблюдать, что же будет делать эта орхидея. Может, на данный момент для нее важнее лист, чем корни. Она вырастет один лист, может быть 2, а потом нарастит корни. Для чего-то ей это нужно. Нам она с вами об этом не скажет. Но при этом также есть в горшке гнилые корни, но ни одного нового растущего. Поливаются обе орхидеи одинаково чистой водой по краю горшка. У этих орхидей очень влагоемкий грунт. И у одной, и у второй. Видите, он мелкий, видимо, с очень мелкой корой, с какими-то добавлениями торфа. Вот смотрите, прямо торф. Вот эти все кокосовые чипсы. Это все очень влагоемкое. Всегда жду, когда просохнут корни и станут серебристыми, и только после этого поливаю. И только по краю горшка. У этих орхидей обязательно есть торфяной стакан. И чтобы не увлажнять этот торфяной стакан и не дать возможность шее загнить, мы специально поливаем с вами по краю горшка, чтобы не собиралась влага в этот торфяной стакан и не дала возможности гниению шеи. Поливаю только чистой водой, никаких стимуляторов, никаких специальных таблеток, ложек, каких-то химикатов я не использую, только чистейшая вода. У меня эта вода из фильтра обратного осмоса. Если у вас нет такого, подойдет кипяченая вода, потому что мы никогда не знаем состав воды. Но вода должна быть, ну, как минимум, кипяченая или чистая. Отстойная вода не всегда подходит для орхидей, потому что хлор уходит, а какой-то состав, может быть, совершенно ненужный для орхидеи, остается. Поэтому я советую воду всегда кипятить. А когда мы с вами вырастим корни у них, вырастут листья, мы с вами пересадим, вот тогда только я начинаю удобрять орхидеи. Конечно, буду вам показывать хотя бы раз в месяц, для того, чтобы видеть динамику роста этих орхидей. Но вот за первый месяц у нас появилась вот такая динамика. Растут корни, листья, растет только лист. Будем ждать корней. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.